Всем привет! Я недавно приобрел эксцентриковую шлифмашинку. Это машинка фирмы Deco, китайский бренд. Приобрел ее, потому что она очень дешевая была на акции. И хотел вам немножко рассказать про эту машинку. Я практически никогда не пользовался этим инструментом. У меня не было эксцентриковой шлифмашинки. И я решил попробовать, что это такое, может быть, вообще понять, что мне нужно. Возможно, в дальнейшем я куплю более крутой инструмент какого-нибудь бренда, если он мне нужен будет. Если нет, значит, буду пользоваться этим. Я посмотрел в интернете, нет обзоров на машинку фирмы Deco. И решил вам про нее немножко рассказать. Вот идет она в такой картонной упаковке. Я уже ее распаковывал. Ну, картонная упаковка как упаковка. Здесь указаны характеристики машинки. 400 Вт, 7000-14 тысяч оборотов и диаметр шлифовального диска 125 мм. Коробку убираем в сторонку. Вот она сама машинка. Подошва крепится на 4 винтах. Имеется регулятор оборотов от 1 до 6. Кнопка включения. Кнопка включения, она защищена таким силиконовым чехлом. Я выбирал между этой машинкой и машинкой Vortex. Тоже 125 мм. Неплохая машинка, у нее очень удобная ручка. Но очень много нареканий именно на кнопку включения в Vortex. Они часто выходят из строя, их часто меняют по гарантии. Дальше. Для меня было очень важно, чтобы имелось подключение к пылесосу. И это подключение было без всяких переходников. Здесь у меня получается 37 мм диаметр. То есть пылесос сюда вставляется, заходит хорошо. Дальше в комплекте идет вот такой вот пылесборник. Пылесборник вставляется в машинку. Здесь имеется паз. Вот здесь имеется паз. И на пылесборнике имеется вот такой небольшой шип. И резиновое кольцо. Оно плотно вставляется достаточно хорошо. Ну, неплохо. Хорошо вставляется. Дальше кабель. Кабель здесь небольшой. Кабель получается 187 сантиметров. 187 сантиметров, небольшой. Хотелось бы, конечно, побольше, но за такие деньги и так сойдет. Дальше про комплектность. Здесь какая-то инструкция идет по эксплуатации. В комплекте идет набор шкурок шлифовальных. Идет тысячные, 3 штуки тысячные, так, 400-е, 3, 240-е 3, 120-е, 60-е и 80-е. Круг шлифовальный крепится на ворсистую подложку. Вот. Но у меня еще были, я недавно здесь шлифовал, брал в аренду машинку DeWalt. У меня остались еще круги от нее. И они тоже подходят. Поэтому с расходным материалом проблем нет. Ну, пластик, литье достаточно неплохо сделано, качественно, наплывов нет. Заусенцев тоже нет. Сейчас попробуем ее в работе. Итак, включаю. Чем отличается эксцентриковая машинка от болгарки? Шлифовальный диск совершает колебательно-вращательное движение. Чем больше скорость, тем быстрее диск вращается. Я смотрел машинки различные, таких же дешевых производителей, там Felicity, Watt, что там еще, Interscroll.
у них, у многих, даже на высокой скорости, этот диск практически не крутится. То есть он работает как просто вибрационная машинка. Заметил такую особенность. Не знаю, плохо это или хорошо, но здесь я вижу, что диск вращается. Сейчас, чтобы посмотреть, как работает машинка, я отшлифую вот этот вот стол. Он уже достаточно так износился за время, поэтому я его отшлифую. Сейчас я поставил круг 120 зернистости и начну шлифовать на максимальной скорости. Наверное, рановато 120, поставлю поменьше. Поставил 80 круг, попробуем еще раз. Ну, сейчас покажу, вот как она работает. Я уже немножко поработал ей. Вот на максимальных оборотах. Потихоньку обороты уменьшаю. На минимальных оборотах она, в принципе, не останавливается, но круговые движения практически отсутствуют. Она больше работает как вибрационная машинка. Это минимальный оборот. Я, если честно, не совсем знаю, при какой ситуации они мне могут понадобиться. Вот чуть-чуть добавляю, и диск пошел вращаться. Буквально чуть-чуть добавил. И вот максимальный оборот. Пора подвести какой-то итог. Значит, машинка работает, и это уже хорошо. Обошлась она мне что-то около $30. Заказывал на Озоне. Регулятор оборотов есть, он работает. Даже на минимальных оборотах она не, скажем так, не останавливается. Вот я чуть-чуть придавлю, она не останавливается. Да, останавливается вращательное движение, но эксцентриковое движение остается. То есть она вибрирует. В отличие от дешевых болгарок, которую на самых низких оборотах можно даже рукой остановить, нет, так делать не надо, но при малейшей нагрузке диск останавливается просто. Здесь диск не останавливается даже на минимальных оборотах. Регулятор оборотов есть, но насколько он важен и нужен, ну, не знаю. Дальше насчет пылесборника. Подойди, Миш, сюда. Вот сколько пыли собрал пылесборник за время вот этой непродолжительной моей работы. Ну, наверное, чуть-чуть, да, он работает, в принципе, пыль не улетает куда-то. Пылесборник вполне рабочий. Поэтому можно сказать, что пылесборник есть и он работает. Во всяком случае, в отличие от болгарки, пыль не разлетается по всей комнате. Кто никогда не работал эксцентриковой машинкой, надо понимать, что это не болгарка, и у нее не такая шальная производительность, как у 125-й болгарки. У нее совсем другой принцип работы, да и цели совсем другие. Это больше для чистовой шлифовки, может даже для полировки. Потому что если бы я болгаркой так шлифовал вот на 80-м диском, на зернистостью 80, я бы этот стол мог бы снять вообще целый слой шпона
вот фанеры. А так, вполне себе рабочий инструмент. До этого я работал только DeWalt. Скажу так, что здесь написано, конечно, 400 Вт, но насколько здесь их есть, это меня вызывает большие сомнения. Там все-таки она более производительная, более мощная. И, как мне показалось, чисто субъективное мнение, что все-таки она не такая мощная, как здесь написано. 400 Вт это для таких машин это очень много. Так, в принципе, покупкой я доволен. У меня уже есть эксцентриковая шлифмашинка. Есть, как видите, здесь огромный объем работы для нее. Поэтому будем работать. Всем спасибо за внимание. Пока. До следующих встреч.